На моем магическом столе карты Ленорман «Голубая птица». Старинные карты, которые показывают правду. И я сейчас сделаю из этой колоды, из 36 символических, космических образов, которые есть у вас в подсознании, и я сейчас сделаю вашу Вселенную. И из этой Вселенной, которая является связью с вашим мужчиной, я возьму 12 карт. Все эти 12 карт раскроют его суть. И мы вызовем его. У нас с ним будет с вами откровенный разговор на тему его судьбы. Вы ли его партнерша? Будет карта, которая это покажет. Как он к вам относится, что чувствует, какая будет с ним жизнь. Будете ли вы с ним счастливы? Вообще, что он за человек? Реализуется ли он в своей жизни? Будет ли он хорошо зарабатывать? Будет ли он хорошим отцом, мужем? А если вы замужем, уже за ним можно проверить, хороший ли он муж, отец по этим картам, по моему раскладу. Девочки, всех приглашаю. Для каждого здесь карты Ленорман найдут теплое словечко. Каждому помогут. Я вначале выложу карты, и, как вы догадались, это 12 домов гороскопа. Именно на него. Вызов его души и смотрим его гороскоп. Если вы в его гороскопе, и какая вы там у него, какой он вас видит, что ему нравится в вас и так далее. Очень сложно составляющий расклад. Как меня научил Джон, этот расклад может просмотреть все, но нужно знать его секреты. И я сейчас вам здесь протрактую именно этот расклад. А вначале я выкладываю. Вам я советую устроиться так, чтобы вам было удобно. Это будет экспресс-раскладик, небольшой, потому что это мысли, чувства и его поведение на то время, которое вы загадаете. Актуально видео всегда в тот момент, когда вы нажали «Посмотреть». И пока я выкладываю, я хочу сказать, что теперь уже компьютер, эра Водолея, и мы знаем, что наш мозг делает реальность. Мозг – это как компьютер. И мы живем в той визуальной реальности, которую сделал наш мозг. Все зависит от того, кто смотрит на экран проекции. То, что видите сейчас, это экран проекции его подсознания. Это очень серьезно и в то же время интересно, очень интересно. Потому что, понимаете, он может смотреть с одного угла на мир или с другого. Может быть оптимистом, а может пессимистом и так далее. Ну а мы сейчас просто его просканируем. 12 домов гороскопа сканирует человека. Будет видно все. Итак, первый дом самый-самый главный. Это его личность. От этого дома все зависит. В астрологии называется асцендент. То есть неважно, в чем его асцендент, потому что это на картах. На картах не важно. Важно знать, что первый дом открывает его личность, его характер, его отношение к жизни. От того, как он смотрит на жизнь, вот с какого угла, да, он смотрит на этот визуальный экран под названием «Жизненная дорога» или «Река жизни», зависит от того, будет ли он вам удачным партнером. Здесь можно просмотреть совместимость с ним. Смотрим вначале на его первый дом. В первом доме карта собака. Мы идем снизу, потом на книгу, звезды, птицы, сад, букет. Как бы солнце разгоняется. Кстати, вот когда мы идем вниз, это уже восход называется по астрологии, а потом наверх. Дерево, крест, коса, клевер, всадник и тучи. Первый дом самый главный, как я сказала, потому что это зависит от того, как он смотрит на жизнь, какой он будет партнер. Он может быть хорошим человеком или плохим, неважно. Главное, как он смотрит на жизнь, как он смотрит на все 12 домов, включая вас. И я вижу, что у него в первом доме карта собака. То есть он дружелюбный человек. Он хороший человек. Он умеет любить. Он умеет быть ласковым. Он умеет быть хорошим мужем. И если вы только встречаетесь, можете смело думать о нем, как о вашем будущем партнере. Потому что собака – это надежный друг. Если мужчина вообще по жизни пройдет как надежный друг, для женщины это большая находка, это счастье. Это даже большее счастье, чем там мачо в постели, например, да? Независимо от того,
какая постель, я потом посмотрю дальше. Но он надежный друг, он смотрит на жизнь, во-первых, позитивно, во-вторых, он умеет быть верным и преданным. Он умеет взять удар на себя. Он умеет защитить вас. Он умеет даже где-то жертвовать собой ради вас. Карта собака в первом доме. Все, здесь уже закладывается тон всей его жизни. Все другие карты, они будут иметь оттенок карты собака, потому что, как меня научил Джон, первый дом самый-самый главный. От него зависит все буквально. Это по астрологии я говорю, потому что я прежде всего астролог. Дальше смотрим, как у него будет с деньгами. Второй дом, деньги, портмоне. Там карта книга, портмоне. Понятно. Он умеет зарабатывать. Да, он любит деньги, он чистолюбив, в меру. Он умеет зарабатывать, он любит, когда у него есть деньги. Он любит, когда уважается его труд, его эфорт. Он любит, когда вы цените, что он старается. Вот он старается, чтобы заработать, это 100%. И ему нравится, когда вы это оцениваете. Вот это две самые важные сферы. Он как человек, и он умеет заработать. Значит, у вас будет хорошая семья. Если еще нет семьи, или, например, семья еще не совсем устаканилась, да, со временем он будет больше зарабатывать, и он будет более спокойный человек, по собаке надежный. Каждой девочке себя найдет здесь, как вы есть. Вы ему подруга, вы ему жена, вы ему любимая, вы ему партнерша. И я рассказываю, как дальше будет. Ваш дом. И здесь важно узнать, где ваша карта. Карта номер 7, ее можно просчитать. Мы идем собака, книга, звезды, потом птицы, сад, букет. Это 6 карт. И 7-я карта дерево. Все, вы друг другу по судьбе. Здесь сомнений быть не может. Вы друг другу по судьбе. Это очень хорошо. У вас с ним будет не просто семья или уже есть, а эта пара не разлей вода. Это друг души. Он вам друг души, потому что собака. И он вам по судьбе. С ним быть вместе. С ним спокойная, долгая, счастливая жизнь. Это все карта дерева. Плюс это любовь. Потому что собака – червовая масть, и дерево – червовая масть. Ваши деньги, ваши финансы. Там карта крест. Здесь не так финансы отложены, как на каждый день. И я вижу, что вам еще предстоит найти свое жизненное предназначение. Может, вы будете предсказатель. У вас есть таланты эзотерические, духовные, которые передались вам от природы. Карта крест. И там трифовая масть, это значит, что вы можете быть консультантом, вы можете применять свои таланты. Ну, может быть, талант другой. Например, руки хорошие, это значит и парикмахер можете быть, и хирург, да, например, или медсестра хорошая. Ведь не важно, хирург или медсестра, помогать людям можете. Крест говорит о ваших предках. Ваши предки передали вам таланты, которые вам предстоит найти. Когда вы найдете свои таланты, вы станете очень хорошо зарабатывать. Очень хорошо. У вас очень дружелюбные финансы. Я не буду говорить, какая карта, что объясняет, потому что тогда секреты Джона здесь проявятся. Это тайные секреты, как читать 12 домов. Я делаю расклад только для моих любимых друзей, которые хотят для себя посмотреть. Если, девочки, хотите научиться, это колоссальный расклад. Если правильно его делать, можно у меня взять уроки. В уроках Полины Арманы по Таро есть уроки, называются «Кельтский крест» и «12 домов гороскопа». Вот эти два расклада, они не такие, как вы знаете. Они вообще удивительные. Но я сразу скажу вам просто скажу и все. Когда вы найдете, в чем ваши таланты, вы будете очень богаты. Вот увидите, вы будете очень богаты. Страх бедности – это не для вас. Дальше. Он будет иметь терпение зарабатывать для вас, пока вы себя будете находить свою дорогу в жизни. Он очень приличный партнер. Я за вас просто рада. Просмотрим его другие сферы и узнаем его мысли, какие могут его посещать о вас и чувства к вам. Конечно, по карте дерева сразу видно, чувства к вам сильные, родственные. Он не только хочет с вами, извините, спать, но он хочет с вами жить.
Он хочет быть вашим защитником. Он хочет с вами долго и счастливо жить. И это самое главное. Его третий дом, там звезды. А это значит, что его контакты, его умение общаться с близкими ему людьми, да, которое закладывается в детстве, у него очень грамотное. Видимо, родители где-то сделали хороший job. Может, где-то и плохую работу сделали, я не знаю, у каждого свое, но неплохо, во всяком случае, его воспитали неплохо. Он умеет ценить людей, он умеет быть деликатным по карте собака, и по карте звезды он популярный был в детстве, популярный мальчик, еще начиная с детского садика. Он был красивый, во-первых, очень, как ангелочек. Наверное, у вас есть его фотографии, и вы видели, что он красивый, как ангелочек. Он умеет быть на виду, поэтому он всегда сможет заработать. У него есть талант общения с людьми. Может быть, в школе он был мальчик красивый тоже, кстати. Девочки, наверное, ахали-охали за ним. И он умеет поддержать других. Вот у него это есть в таланте. Но я буду в основном говорить сферы, которые касаются ваших отношений. Так, какой он в семье, потому что 4-й дом – это его недвижимость, и какой он будет в семье. Девочки, карта птицы. Просто обожать будет с вами поговорить. Может быть, он сейчас молчун, значит, он еще свою судьбу не проживает. Он исправится, изменится после этого расклада. Расклад квантовый. Это значит, что независимо от того, он сейчас с вами или нет, он расклад тоже чувствует. Он чувствует его как просто перемены в себе. Конечно, он не знает, что я выкладывала на него. Он по-другому будет чувствовать. Энергетически будет меняться, соответственно, тому, какие карты выходили куда. Потому что расклад – это магия. Понимаете? Что получается? Все, что здесь происходит, это как голограмма. Это проекция жизни на столе у меня. А потом эта проекция, она отражается на человека и становится его судьбой. Это очень здорово. Дальше мы смотрим. Птицы, он, знаете, будет общительный в семье. Он будет заботиться о всех. Он построит свой дом или квартиру. В смысле заработает на дом или на квартиру. Вы знаете, когда есть в семье общение, семья счастливая. Плохо, когда играет в молчанку. Вот тогда подкрадывается беда. Этот мужчина, он не любит долго молчать. Ему больно, ему не хочется быть одиноким. Он боится быть одиноким, он хочет быть в паре. Это вот в 2 словах. Дальше. Если даже он сейчас играет в молчанку, значит, что-то происходит у него в душе. Что происходит у него в душе, показывает карта тучи. Это его 12-й дом. 12-й дом – сложная карма, что передалось ему по судьбе, какие-то кармические узлы. Это дом из прошлых жизней. Это дом смерти и воскрешения, очень сложный дом. И если он сейчас играет в молчанку, именно сейчас трансформируется его душа. И он находит свой путь, девочки. Тучи – это, конечно, колдовство тоже. 12-й дом показывает колдунов, ненавистников, завистников, порчу с глаз, проклятие. Все это было у него в роду. Все это было, все на него очень сильно повлияло. Очень сильно повлияло. Тучи показывают действительно, что его род был проклят не однажды, что в роду были страшные трагические ситуации. И если он молчит, таким образом каким-то, знаете, как-то просочился в его сознание его какой-то родственник, который трагически прожил свою жизнь. Поэтому эта карта тучи, она, 12-й дом, это то, чего не видно, то, чего совсем не видно. То есть, может быть, он сейчас молчит, потому что он прорабатывает эти страхи, но он выпутается, он выйдет из этой ситуации и выйдет оттуда молодцом. Дальше, любит ли он вас, показывает карта сад, он вас не просто любит, обожает. Обожает. Карта сад – это гармония. Будет ли встреча? Если девочки спрашивают, да, будет и скоро. Потому что карта сад – это встречи, свидания, счастье, гармония, мороженое вместе, пирожное, там, обнимашки, постель, все самое сладкое. Будут ли у вас с ними дети, если еще нет? Вполне возможно по карте сад.
Следующая карта, 6-й дом, это букет, и она показывает его как человека в работе. Ну, ему дарят букеты цветов, знаете, как хирургу за операцию или стилисту, что красиво девушку одел. Ну, вне зависимости от его профессии, благодарные клиенты. Он молодец, он будет очень хорошо и успешно работать. А 6-й дом это тоже его здоровье, показывает его здоровье. Если вы думаете, окей, хочу выйти за него замуж, он предложил, не знаю, а вдруг он больной чем-то. Букет показывает крепкие гены и сильное здоровье. Можно не переживать, у него хорошее здоровье. Ну вот, я уже объяснила карту дерева и крест. Крест это тоже какие-то финансы крупные у него могут быть. И вы знаете, крест говорит о том, что он хочет возродить имение и богатство своих предков, которые потеряли деньги после революции. Он дал себе слово, что он опять прославит свой род, потому что крест это прославить род. Очень хорошая карта, именно для 8-го дома. А потом 9-й дом это коса. И 9-й дом показывает расширение горизонтов, там образование, все такое о нем. В принципе, отношения здесь не влияет особо. Но я хочу сказать, что 9-й дом это такой дом расширения возможностей. И коса говорит о том, что он очень любит интересные книги, интересные истории, интересные какие-то открытия, может, за новостями следит. В общем-то, он разносторонний человек, у него острый ум. 9-й дом это дом ума, другими словами, да, высшее образование сюда же входит. У него острый ум. Прекрасно. Ну, 10-й дом это его карьера, это его казенный дом. И здесь у нас карта клевер. Он будет удачливым. Ему судьба будет помогать, ему будет фартить, есть такое слово. Ему будет фартить. А клевер говорит, что он всегда будет оказываться в нужном месте с нужными людьми. И поэтому карьера будет идти вверх. Бубен это деньги, деньги всегда будут. Успех, деньги знаменитый будет. Хорошая очень карта. Но вам нужно знать, если вы с ним встречаетесь, вам нужно знать, какая у него судьба, да? 11-я карта друзья. Ну, у мужчины друзья может быть пунктик, не у всех, но у многих. У многих мужчин 11-й дом может быть пунктик, связанный с алкоголем, потому что друзья провоцируют друг друга. Или же всякая вот такая дрянь, когда мужчина больше проводит времени с друзьями чем дома. Но вот какой он будет, или есть, или что, да, с друзьями. И есть ли у него надежды и страхи? Надежды-то у него есть, и большие, это всадник. И я бы сказала, что касается надежды, вот знаете, что этот человек дал слово, сделал. Вот он что намечтал, так он судьбу свою и проживет. Очень даже прилично. Мне нравится, когда всадник в доме надежды. Мечты у него будут сбываться. Просто везунчик, клевер и всадник. Причем всадник идет на клевер. Понимаете, да? Так что вот что намечтал, то и сбудется. Он имеет амбиции, человек очень амбициозный. Смотрите, сколько красных карт. Он умеет любить, он умеет быть оптимистичным, такой энергичный, зажигалочка такая, да, может быть. Конечно, когда его ударит вот какая-то неприятность, он может поникнуть головой, потому что тучи – это влияние предков, 12-й дом, влияние кармы предков из прошлых жизней. А если уже ему не повезет, он может сильно пойти вниз, да. У некоторых может быть алкоголь, но не обязательно. Может быть, у него из предков кто-то имел зависимость. Но я вижу, что он вот обдумает все, будет хмурый, будет ходить, скрипеть зубами и найдет в себе силу воли выкарабкаться из тяжелых ситуаций. Вот это очень хорошо. Об этом всадник. Подуется, походит, похмурится, подумает, помучается, потом возьмет себя в руки, закатает рукава
и вперед работать. Букет, работа, работать любит, работа приносит много денег, книга. Благоустраивает свой дом, птицы в 4-м доме. Понимаете, в 10-м доме клевер везет в профессии и любит вас, потому что дерево – это родственные связи. Самое главное, кстати, для женщины. Потому что влюбленность проходит быстро, а жить человеком, а не с его этими органами. Вы понимаете, о чем я, да? Вот, друзья, влияние друзей. Для некоторых – да, у некоторых влияние друзей негативное. Друзья могут его провоцировать на вот глупости всякие, но не у всех, у некоторых только проиграется. Если он молод, всадник – это карта молодости, если он очень молод, у него влияние друзей. Когда он будет старше, оно постепенно будет уходить, так что не бойтесь этого, пусть это вас не пугает. Вот, девочки, какой интересный человек. Вообще, каждый человек – это очень интересно. Любой человек – это сложно составляющее информационное поле, которое всегда, особенно 12 домов гороскопа, показывает очень четко. Понимаешь? Очень четко. Да. И поскольку человек – это информационное поле, можно поменять информацию, это значит поменять мир, понимаете, да? Угу. Вот и все. Нужно просто найти тот ресурс в себе, который поможет вам поменять свое энергетическое поле. А с этим человеком может быть очень интересная и счастливая жизнь. Так что, если вы смотрите на своего любимого, вот вам, пожалуйста, информацию, которую я взяла из этих карт, девочки. Честно, правдиво вам протрактовала. Пишите, пожалуйста, комментарии, я буду знать. Если у вас есть какие-то вопросы, я всегда на вопросы отвечаю в следующих видео, да, то есть затрагиваю темы. Потому что если одному отвечу в комментариях, другому не отвечу, там будут обидки. Я все прочитываю. Не бывает такого комментария, чтобы я оставила без моего внимания. И всегда учитываю их комментарии, все учитываю. Я знаю, кто на меня подписан. Девочки, подписывайтесь, потому что тогда вы не чужие в моем эзотерическом доме, а родные. И я для вас очень стараюсь, вы для меня любимые. Всегда можно зайти, посоветоваться с моими картами, провести со мной хорошо время. Прекрасно. И узнать больше о вашей жизни, о вашей судьбе. И даже исправить судьбу можно на моих видео. Очень вас люблю. Приходите на мои новые и старые видео. Всегда вам помогу. Всегда, когда постучитесь ко мне в дверь, я всегда открою. Не оставлю никого без моего внимания, потому что очень вас люблю. А кому нужны уроки, вы знаете, где искать меня. Кому нужно, тот найдет. Информация есть под каждым видео в описании. Это мой сайт kolenatarot.com. И там можно найти уроки. Полинорман 12 курсов, очень глубокие. У меня много выучилось людей, кто уже принимает людей и хорошо зарабатывает. У меня много выучилось успешных личностей во всех странах мира. Во Франции, Германии, Австралии, во многих странах мира у меня выучились люди, которые успешные, они просто любят карты. И я их научила разговаривать с картами. Обращайтесь, кому нужны уроки. И я вас увижу на моих следующих и предыдущих видео, девочки. Если на какой-то день видео не выходит новое, это не значит, что я вас оставляю без помощи. Всегда можно зайти на мой канал, это нажать на название канала, попадете на канал, там есть очень много видео, я уже очень давно на YouTube, мне можно доверять, я показываю себя как личность, вы знаете мое лицо, вы знаете мою работу, мне можно доверять. Кстати, кто заказывает уроки, вы получаете ссылку на уроки, но ссылка это живая. Все новые уроки по ссылке к вам приходят абсолютно бесплатно. Есть девочки, которые у меня выучились 3-4 года назад, говорят, пишут мне письма на почту. Зашла, хотела просто закрепить уроки, смотрю, все уроки новые по ссылке. Не ожидала такого подарка, пишет мне благодарность. У меня очень много таких писем благодарностей, потому что ссылка никогда не закрывается. И всегда новый урок я просто добавляю к вам бесплатно. Я очень щедрый учитель. Кстати, то же самое происходит с чистками. Кто купил подписку на чистки мои, да? Я вам высылаю просто ссылку. Например, вы купили
подписку на чистки на любовь. Там уже есть где-то 200 чисток по ссылке. Но каждый раз, когда я делаю новую чистку на любовь, я просто вам добавляю по этой ссылке даром. Платить за подписку не нужно больше. Это не годовая подписка, это на всю жизнь. Вы один раз заплатили, и у вас ссылка живая. Лучше этого я вообще не знаю, кто еще может такие подарки давать своим дорогим слушателям, клиентам. Я называю вас клиентами, хоть и мне не нужно платить много денег за консультацию, потому что все мои клиенты приходят ко мне вот на общие расклады, даром вам даю всю работу. Вот вы мои клиенты, позвольте мне быть вашим тарологом, ненавязчиво, без оплаты. Эзотерика не должна оплачиваться. Вот, пожалуйста, приходите, смотрите вот такие расклады. Показываю карты, кстати, крупным планом. Будьте осторожны, девочки, карты нужно видеть крупным планом, потому что карты — это всегда проекция вашей жизни. Потом карты, они как проекция идут на вашу судьбу. Если вы карты не видите, вы не знаете, если четко не видите, да, вы не знаете, что там на столе. Поэтому у меня всегда все крупным планом. Я эзотерик, я знаю, что я делаю, да. И мое кредо — это принеси людям пользу, помоги людям. Можно сказать сейчас со мной мантру, если есть желание. Мантра простая. С каждым раскладом Ко-Лены моя жизнь становится все лучше и лучше во всех направлениях. Ну, ваша жизнь имеется в виду, да? Вы говорите от своего лица моя. Еще раз скажем. С каждым раскладом Ко-Лены моя жизнь становится все лучше и лучше во всех направлениях. Да будет так. А я вас жду скоро. Всех обнимаю. И до встречи.